Здравствуйте, господа! Сегодня у нас лекция, она называется 30 принципов вашего здоровья, вебинар-стрим от Андрея Дуйко. Сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы. Хочу сказать, что я президент компании «Тибетская формула». Сейчас мы постараемся здесь выложить информацию о нашей компании. И я обычно провожу такие трансляции с желанием для вас ответить на ваши вопросы, если это возможно. И сегодняшний наш стрим, он будет посвящен о принципах здоровья. Существует ряд принципов здоровья, о которых вам никто никогда не расскажет и никто не скажет. Допустим, как можно питьем лечиться, каким образом дыхание может повлиять на наш организм, какие существуют принципы вообще оздоровления, можно ли их каким-либо образом использовать, как устранить боль в случае, если болит, не прибегая к противовоспалительным, нужно ли терпеть боль и так далее. Вот этих принципов их очень много, и в большинстве своем наша медицина их не рассматривает, достаточно медленно изучает, потому что одна из задач, в общем-то, нашей медицины — это лечить и делать человека или спасать человеческую жизнь. А самочувствие — дело рук самого, как говорится, пациента. Ну что ж, сейчас я постараюсь прежде всего ответить на ваши вопросы. Елена, добрый вечер, Андрей. Здравствуйте, Елена. Наталья Тимошенко, добрый вечер. Добрый вечер. Людмила Ямпольская. Андрей Андреевич, расскажите о лечебном голодании, пожалуйста. Лечебное голодание — это то, за что получил Нобелевскую премию Ясунори Осуми, по-моему, в 2020 году и в 2018 все-таки. Это процесс аутофагии, который связан с тем, что в случае, если человек... Во-первых, этот процесс объясняет, что голодание, длительное голодание, к сожалению, может приводить к появлению онкологических новообразований, аутоиммунных заболеваний, особенно Паркинсона. И есть... почему он стал знаменит и почему его обсуждают очень часто. Там говорится о том, что процесс аутофагии — это процесс самовосстановления и индивидуальной возможности клеток самовосстанавливаться и устранять свои проблемы. Но там же он говорит о процессе, который называется процессом ускоренного разрушения мозга, заболеваний Паркинсона, где он говорит, к сожалению, о том, что голодание мозговое, а также соблюдение длительного голодания может приводить к появлению таких заболеваний. Именно поэтому, когда говорят о пользе однодневного голодания, я могу сказать, что именно однодневное голодание является ключевым таким моментом во всей вообще системе понятия аутофагии. Но хотелось бы сказать, что на самом деле, или что открыл на самом деле Ясунори Осуми. Если вам интересно, это как бы мое мнение. Ясунори Осуми, он открыл процесс аутофагии, то есть он фактически доказал или сказал о том, что каждая клетка, которая находится в нашем организме, все же способна к саморегуляции и к самовосстановлению. И фактически доказал, что мозг как вещество или как общая система управления нашим организмом, оно более, наверное, молодое эволюционное существо. Таким образом, он доказал, что сами по себе клетки, в случае, если бы их не контролировал мозг и не влиял бы каким-то образом на них, имел бы больше шансов выздоравливать, используя аутофагию. Но, к сожалению, наш мозг пытается тотально контролировать и воспринимает в большинстве клетки нашего организма как агрессивные или как системные. То есть он фактически сказал, что если бы гипотетически человеку отключить мозг от клеток, то тогда клетки могли бы правильно функционировать и самовосстанавливаться. Так как клетки, они существуют, их процесс эволюции достаточно длительный, долгий. Разве не об этом говорил в свое время Анатолий Михайлович Кашпировский? Он говорил, что мозг мешает человеку, что клетки, они сами по себе, они могут самовосстанавливаться. Этот процесс самовосстановления доказал
как раз японский нобелевский лауреат, и это называется как раз процессом аутофагии. А нобелевского лауреата звали Исинори Осуми. Именно так он и строил свои сессии, то есть он пытался внедрить человеку внушение, в ходе которого человек как бы отвлекал свое сознание и продуцировал такой механизм, при котором тело становилось тяжелым, не мог шевелить человек руками или ногами. То есть отключение при помощи внушения как бы общих функций когнитивных, контролирующих клетки организма, ну, по возможности. И это давало возможность при помощи внушений включить как раз процесс аутофагии. Таким образом, конечно же, можно сказать, что концепция помощи человека с помощью внушения, она действительно может быть и может существовать и так далее. Так, в случае, если человек на протяжении одних суток голодает, да, у этого человека есть вариант, что у него будет включаться процесс аутофагии. Что это за процесс аутофагии? Это процесс выведения свободных радикальных соединений, самовосстановления клеток, абсолютно любых, которые есть в организме, но данный процесс может быть уникальным только в случае, если такое голодание происходит один раз в неделю или один раз в 9 дней. Причем сам же Исинори Осуми говорил о однодневном голодании на протяжении 9 дней жизни. То есть он говорил, если каждый 9-й день, то каждый 4,5 дня происходит влияние и 4,5 дня реабилитация. То есть каким-то образом организму выгоднее, максимально выгодно голодать каждый 9-й день жизни, чем каждый 7-й или каждый 10-й. Вот таким образом. Полезно ли голодание? Один раз в 9 дней полезно. Должно ли оно быть сухим? Нет. Во время голодания человек как раз получает самое большое количество обезвоживания. Как правило, это как раз и происходит. И голодание в большинстве своем, оно связано с процессом расщепления жиров, с процессом расщепления углеводов, ну и прежде всего белков. Именно поэтому очень часто как раз при любых сбоях гликогена или усвоения гликогена происходят сбои с преимуществом расщепления углеводов и преимуществом как раз расщепления белков. Именно поэтому в случае, если человек длительное время голодает, то у него прежде всего исчезает мышечная мускулатура, после этого исчезает, это белки, они исчезают, после чего исчезают углеводы, ну, гликированные, и после чего у него появляется жировое отложение, которое очень некомфортно и некрасиво смотрится. Так человек, который принципиально голодает дольше, чем обычные люди, может столкнуться с тем, что внешний вид у него ухудшается, потому что вроде и вес уменьшается, а вот внешний вид ухудшается за счет увеличения подкожного как раз жира. Почему? И это как раз связано с тем, что человек, который голодает, должен знать, что во время голодания человеку необходимо больше жидкости, чем человеку, который не голодает. Потому что жидкость помогает такому человеку или способствует выведению вот токсических элементов, также способствует быстрому выведению распада гликогена, ну и так далее и тому подобное. Поэтому можно ли при помощи воды каким-либо образом восстанавливаться? Да, я хочу вам несколько гипотез таких сегодня озвучить, они могут быть для вас интересными. Что это за гипотезы? Это гипотезы необычного питья воды. О необычном питье воды я часто читаю в тибетских учебниках. И есть целая тантра такая, ее можно назвать таким словом, которая объясняет, что человек может принимать определенную воду определенным образом, и это может повлиять на его хорошее самочувствие. И действительно, оказывается, просто питье воды, оно недостаточно для того, чтобы человек функционировал и чувствовал себя хорошо, восполнял свой водный баланс, электролитный баланс и так далее. Но существуют определенные такие знания, которым уже десятилетия, тысячелетия вернее, которые говорят о
специальном питье воды. И вы знаете, я могу сказать, что да, действительно существует специальное питье воды. Если определенным образом принимать воду, то человек способен очень улучшить свое самочувствие. Каким образом? Итак. Ну, наверное, первое – это скорость питья воды. В тибетской медицине говорится, что в случае, если у человека есть запоры, в случае, если у человека пониженная кислотность желудочно-кишечного тракта, у него плохой запах изо рта, в случае, если у человека не отходит желчь, то они рекомендовали не готовую воду, а сырую воду, то есть не приготовленную, не кипяченую, еще не какую-то, а просто отстоянную воду. На протяжении суток они ее отстаивали или замораживали, отстаивали. Принимать следующим образом. Они рекомендовали каждый глоток разжевывать или полоскать рот не менее от 1 до 3 минут. Если человек полоскает вот таким небольшое количество, там 7-8 грамм, там 9 грамм воды, это 4 глоточка или 5 глотков. В случае, если человек вот таким образом, разжевывая воду, глотал, она объединялась со слюной, и они говорили, что такая вода. Первое. Повышает кислотность. Такая вода устраняет, выводит желчь. И они говорили, что в случае, если так воду принимать, то на протяжении 10-15 минут после попадания объединенной с водой слюны в желудочно-кишечный тракт у человека возникает ощущение, будто ему хочется очень пить. Это ощущение, когда хочется пить, мы его знаем как улучшение общего пищеварения. Таким образом, также они говорили, что разжевывание воды и питье таким образом воды может помочь человеку справиться с запорами. Также восполняет электролитный обмен, также улучшает у человека пищеварение, также помогает человеку восстанавливаться. Кому они не рекомендовали принимать так воду? Они не рекомендовали эту воду принимать на ночь тем людям, у которых есть ожирение. А вот утром таким людям рекомендовали, потому что они рекомендовали желчегонный прием каких-либо веществ проводить в утреннее время, так как по их мнению, человек имеет определенные часы, сейчас мы уже это знаем, они называются циркадными ритмами, но помимо циркадных ритмов, которые воспринимаются сейчас нашей медициной как принудительный сон или восприятие организма бодрствования и сна, и соответствует врожденному состоянию человеческого тела. То есть человек, не знает о циркадных ритмах, может получить ряд заболеваний. Поэтому сейчас есть телефоны, где приглушается свет в телефонах, где рекомендуют ложиться спать не позже 10-11 часов вечера, для того, чтобы не сбивались циркадные ритмы, ну и так далее. И у нас наша медицинская традиция, она говорит о том, что циркадные ритмы, они все же связаны с процессом бодрствования и сна. Тем не менее, тибетская медицина говорила о том, что циркадные ритмы, только они их по-другому называли, связаны не только с тем, когда человек просыпается и когда человек засыпает, а связаны еще и с пищеварительной системой, где говорилось о том, что утром у человека желчь больше отходит, чем на ночь, и рекомендовалось утром принимать горькую пищу или более жирную пищу, или очень горячую пищу, или вот таким образом жевать воду и глотать ее медленно для того, чтобы стимулировать выход желчи. И говорилось о том, что это может улучшить температуру тела, согреть человека, помочь человеку похудеть, помочь человеку восстановить желудочно-кишечный тракт. И, в общем-то, очень интересная тема. Также они говорили, что очень хорошо принимать кипяченую воду. Они писали об этом, говорили, что воду необходимо кипятить не менее от 1 до 3 часов. И после суток остывания необходимо эту воду пить. И рекомендовали ее пить. Ну, буквально было написано следующее. В случае, если человек пьет такую воду во время еды и после еды, то он будет поправляться. А в случае, если он такую воду пьет до еды,
то он будет от этой воды худеть. То есть они таким образом рекомендовали человеку принимать воду. Также говорили о том, что в случае, если человек пьет мороженую воду и очень холодную воду, то такой человек всегда будет испытывать голод. И не рекомендовали пить холодную воду после еды, потому что говорили, что холодная вода после еды приводит к тому, что у человека очень увеличивается огонь пищеварения, и человек все время будет хотеть кушать. Ну что, еще раз, что я могу сказать о лечебном голодании? Конечно, да. Я за лечебное голодание. Я считаю, что да, действительно, каждый 9-й день человек может проводить лечебное голодание. С увеличением употребления жидкости. Я хочу сказать вам, что улучшить процесс очищения клеток и улучшить процесс аутофагии, восстановления клеток поможет коэнзим Q10. Это энзим, который участвует в проводимости и участвует в мембранной проходимости клеток. То есть доставка глюкозы в клетку для митохондриального расщепления глюкозы, выведение этой глюкозы уже в виде пируват-киназы из самой клетки, улучшение общего калиевого натриевого насосов и, в общем-то, формирование цикла Кребса. И, конечно, в этом всем, конечно же, может помочь нам коэнзим Q10. Я могу сказать, что да, действительно, при применении препарата коэнзим Q10 по одной таблетке 3 раза в день человек может столкнуться, что внезапно у него исчезает гипертоническая болезнь. Это происходит как бы естественным способом, это происходит на фоне того, что в большинстве своем происходит, одной из причин появления гипертонии является атеросклероз. Может быть атеросклероз такой фокальный, то есть он может быть связан с дистоническими проявлениями в сосудах или в мелких сосудах. То есть это может быть на фоне стресса, происходит спазм сосудов. Таким образом объем сердца увеличивается и повышается давление. Коэнзим Q10, помимо прочего, является уникальным вазодилататором, который может помочь сосудам в процессе расслабления. И особенность заключается еще и в том, что адреналин, способный накапливаться как раз в самых крайних местах наших сосудов, может за счет, или клетках, может за счет как раз коэнзима Q10 помочь избавиться вот от таких адреналиновых штормов, их можно назвать, которые в дальнейшем приводят к таким длительным дистоническим эффектам сосудовой констрикции. Не знаю, что-нибудь понимаете, что я говорю. Обещал когда-то говорить без усложнения. Вот, нужно легче разговаривать. Які препарати можна приймати під час вагітності, щоб почки не стали? Очень хороший препарат моей компании, он называется Renox. Он очень хороший, потому что создан из экстракта растений, который совершенно безопасный для человека. Это ряска, это бессмертник, хвощ полевой, это рыльца, это как раз это березовые почки, экстракт березовых почек, это кора ивы. Они уникальны тем, что они способны, не нарушая ни гормональный фон, не влияя на тонус матки, не влияя на общее состояние организма, поддерживать в мягкой форме почки. Каким образом? Влияя напрямую на метаболизм нефронов и влияя напрямую на состояние нефронов, устраняя нефропатию, помогая увеличивать циркуляцию крови в самой почке, в мягкой форме, в экологичной форме восстанавливать микроциркуляцию крови, восстанавливать общую функциональную деятельность почек. Очень рекомендую как раз беременным женщинам вот в такой сложный период. Не забывайте о том, что беременная женщина — это женщина, которая нуждается в дополнительном употреблении фолиевой кислоты. Поэтому обязательно используйте фолиевую кислоту. В случае, если фолиевой кислоты недостаточно в рационе питания, то как побочный эффект, причем очень болезненный и плачевный, это развитие как раз анемии. Она, скорее всего, не ферритиновая анемия, и как раз ее восполнить поможет и создать условия, при котором такая анемия не будет формироваться, это как раз дополнительное использование фолиевой кислоты. Вот очень рекомендую. Добрый вечер, здрасте.
Что помогает от кашля? Всегда есть несколько видов кашля. Есть кашель сухой, есть кашель поверхностный, есть кашель глубокий, есть кашель влажный. Ну вот очень сложно. Есть эмфизема легких, когда у человека есть астматический кашель. Есть аллергический кашель. Есть туберкулезный кашель, есть лающий кашель, есть кашель, который может быть связан с бронхитом, есть кашель воспаления легких, есть кашель там, на фоне нейропроцессов, допустим, кашель, который возникает при панкреатите или муковисцидозе. И, ну, знаете, кашлю рознь. Да. Хорошо проводить ингаляции с венталином. Можно, допустим, 10-15 капель гидрокортизона накапать на 100 мг воды и провести ингаляции через камеру ингалятора. Какие домашние средства могут помочь человеку избавиться от кашля? Такие самые безопасные, по моему мнению, это использование апельсинового сока с теплым молоком. Напополам возьмите стакан апельсинового сока и стакан молока, смешайте их и очень-очень мелкими глотками, медленно-медленно начинайте пить. Это действительно успокаивает кашель любой формы. Я поклонник ингаляции, мне нравятся ингаляции серебро, ванадий, германий при кашле. Народные способы убрать жидкость из легких — это накладывание на грудь, там, переднюю или заднюю часть груди обычного нежирного творога коровьего и накрыть салфеткой. Действительно, жидкость выходит, особенно рекомендуется при туберкулезе, когда происходит формирование фиброзных каскадов и травмирование легких с застоем в нижней части, с появлением воспаления плевры, с накоплением плевральной жидкости. И вот такой творожок, он почему-то каким-то образом размягчает вот такую жидкость и помогает ее каким-то образом выводить, восстанавливая при этом, я так понимаю, альвеолы, и общий процесс, может быть, там улучшает общий процесс. Опять-таки, всегда знайте, сейчас мы живем во времена, когда кашель является элементом небезопасным для человека. Дело в том, что вы должны знать о том, как развивается ковид-вирус. Это аденовирус, ковид-19, наверное, уже мутированный. Одна из особенностей появления данного вируса заключается в том, что у него есть инкубационный период. Этот инкубационный период, он длится приблизительно от 4 до 17 дней. Так вот, когда человек инфицируется и болезнь агрессивно на него начинает воздействовать, то обычно это происходит в виде небольшого головокружения, небольшого покашливания, не глубокого покашливания, не высокой температуры. Более всего реагирует на это, конечно, носоглотка. То есть происходит там 1-2-дневное воспаление носоглотки с потерей обоняния, и после чего у человека появляются небольшие вот такие ощущения головокружения, шума в ушах, усталости, вялости, немного даже такие психические отклонения в виде падения настроения, такой депрессии небольшой, похоже на аллергию, очень часто появляется зуд. В случае, если кашель появляется, то это уже происходит где-то на 10-й день. Это самый важный период во время появления ковида. Дело в том, что там есть такой процесс. Одна из самых больших проблем, которые есть в инфицировании данного заболевания или данного вируса, инфицирования человека, заключается в том, что происходит цитокиновый шторм. Цитокины — это иммунные клетки, иммуноглобулины, которые участвуют в, грубо, лечении человека. И цитокиновый шторм — это обратная реакция, как раз очень похожая на реакцию активной аутофагии, которая может привести к сильнейшему, прямо невероятному обратному падению иммунитета. И первое, что необходимо сделать, когда у вас появляется кашель, вот не было и вот сейчас он появился, это обязательно провести исследование на наличие ковид-заболевания. Дело в том, что
Быстрое выявление ковид-заболевания может помочь вам в дальнейшем не привести себя вот к тяжелейшему проявлению болезни. И как раз в начальной степени или в начальной стадии противовирусные препараты могут вам помочь. Ацикловир, там, гропринозин или там, какие-либо еще. А вот при массированном развитии заболеваний, особенно если это в дебюте, то есть вы до этого не болели никогда, само заболевание может развиваться очень агрессивно, с невероятными и такими обширными осложнениями. Поэтому обращайте внимание обязательно на то, как вы себя ощущаете. Мои рекомендации: если вы ощущаете кашель, то может помочь обычные ингаляции с водкой. Обычные ингаляции с водкой проводятся. Почему? Водка — это антисептик. В любом случае вирус, на него может влиять антисептик. Для легких это совершенно безопасно. Физраствор, допустим, 100 миллиграмм можно из шприца налить. И на 100 миллиграмм можно добавить 20 миллиграмм водки 40-градусной. И вот таким раствором можно проводить ингаляцию. Каким образом это все происходит? Камеру ингалятора. Дома необходимо приобрести камеру ингалятора или ингаляционную камеру компрессионного ингалятора. Он отличается тем, что жидкость в нем не подогревается, температура не повышается. Пар происходит холодный, и таким паром проводить ингаляцию от 1 до 7, 8, до 10 минут. Один раз или 2 раза в день. Особенность наших легких заключается в том, что легкие, они реагируют на хлориды. Поэтому в случае, если вы возьмете обычную воду, то не будет такого эффекта. А если воду с хлоридами, то есть вода подсоленная, это, допустим, физраствор, либо это может быть там минеральная вода без газа, там поляна квасована соленая, там боржомиан соленый, или же там с любыми хлоридами натрия, там миргородская. И ее можно использовать вот для таких ингаляций. Вообще соль, натрий, хлор помогает альвеолам сокращаться к радости, участвует в процессе карбоксилирования и выведения углекислого газа. Поэтому смело можете проводить такие ингаляции. Совершенно все безопасно. Наталья Короткова. Очень хрустит поясница, когда делаю скрутки по йоге. Как подскажете, что можно помочь? Вы должны знать, что такое йога. Йога начинается не со скруток, она начинается с понятия йоги. Йога — это прежде всего наличие в сердце или наличие в душе тепла и радости, и любви. Йога, она делится на яму, не яму. Это когда человек не делает зла, и когда человек не нарушает, не делает никакого зла и не делает ничего плохого. Таким образом он ограничивает себя и накапливает внутреннюю доброту и внутреннюю любовь к себе. Вот эта внутренняя любовь, говорится в текстах по йоге, является неким маслом. И когда человек делает скрутки какие-либо, он должен сосредотачиваться на том, что вот это доброе состояние, которое есть в его груди, подобно маслу течет в то место, где у него происходит максимальное состояние, может быть, напряжения. Вот если выполнять вот таким образом йогу, в мягкой форме, контролируя это ощущение, то тогда, скорее всего, вы будете исцеляться, омоложаться и хорошо себя чувствовать. А когда это происходит по принципу скручиваний и так далее, то это нехорошо, вообще нехорошо. Именно поэтому я могу сказать вам, что если вы йогой занимаетесь как гимнастикой, то она вредна и небезопасна. Такая йога не только не принесет вам радости, но может очень-очень ухудшить в дальнейшем ваше состояние здоровья. С чем это связано? Дело в том, что смотрите, как все устроено. Если вы возьмете кость куриную и попробуете откусить от нее хрящик или суставчик, то обычно вы снимете этот суставчик. Он очень легко отделяется от самой кости. Смотрите почему. Костная система — это кальциево-фосфорные соединения. Сама хрящевая ткань — это коллагены, которые сформированы из 3 частей.
Более твердые — это смесь коллагена и гиалуроновой кислоты. Сначала вот самая твердая часть — это гиалуроновая кислота с кальцификатами, а потом идет уже хрящевая ткань, это прям коллаген. Там находится глюкозамин, хондроитин, это все производные коллагена. Что такое коллаген? Это белок. Что такое хондроитин и глюкозамин? Это, ну, грубо, мономеры аминокислот, которые формируются в организме за счет расщепления коллагена. И это все возможно только в случае есть гиалуроновая кислота. А гиалуроновая кислота, она у нас формируется надпочечниками и половыми гормонами. Как правило, половыми гормонами. Для чего она? Вот то, что крепит ваш сустав к самой кости, это происходит на фоне гиалуроновой кислоты. И когда у вас что-то хрустит, это говорит прежде всего о малом количестве половых гормонов и большом количестве кортизола, который формируется вашими почками. На самом деле все еще сложнее, потому что в самом суставе еще синовиальная жидкость находится. Ладно. Мы вообще не туда уплыли. И что необходимо делать? А если вы будете принимать коллаген, а если вы будете принимать, допустим, хондроитин и глюкозамины, да, вы таким образом будете хрящ восстанавливать. А что скрипит? А скрипит из-за того, что эластин, который формирует коллаген, он либо не сильно крепит ваш сустав кости, либо в нем находится малое количество самого эластина, который фактически очень необходим. И это происходит за счет гиалуроновой кислоты, и за счет половых органов, за счет ваших стрессов, и за счет всего остального. Так что нужно? Необходимо дополнительно вводить себе, как же отказаться от перорально, хотел сказать парентерально. Необходимо вводить дополнительно в рацион питания следующие БАДы. Это гиалуроновая кислота. И помимо нее еще коэнзим Q10. А почему коэнзим? Дело в том, что сама по себе гиалуроновая кислота может не повлиять. Ей нужно что-то, что ее поможет ей проникнуть в сами клетки самих суставов. И что самое интересное, а если нет возможности покупать, начните принимать ромашковый чай в высокой концентрации. Я когда-то так получил по попе в своей жизни. Как-то у меня была такая работа, и я работал как в сборной, которые были связаны с волейболом в Харьковской области, в Харькове. Я работал у них массажистом и врачом. Знаете, сразу два в одном, спортивным врачом. То есть подбирал препараты, лечил там от заболеваний, насморка и всего остального. Также были травмы и так далее. И я начал говорить, что их нужно всех этих девочек и мальчиков снять с кофе и перевести всех на ромашковый чай с высокой концентрацией. Почему? Одна из особенностей ромашкового чая заключается в том, что он способен очень снижать кортизол. И это очень помогало. А во время тренировок происходят стрессы и большое количество кортизола. И в большом количестве начали давать ромашковый чай. Во-первых, он восстанавливал нервную систему в вечернее время, но травмы исчезли. А деньги на то, чтобы лечить травмы, выделялись. И это все начало раздражать тех людей, которые вокруг меня находились. Поэтому я хочу вам сказать, если у вас нет денег, пейте каждый день ромашковый чай. Вы будете так удивлены его способностью восстанавливать хрящевую ткань. Хотя мне каждый может сказать: Андрей Андреевич, а как это работает? Но это понятно, как работает, я сказал. Ромашковый чай. А что может повлиять на, допустим, на надпочечники? А что может влиять на надпочечники, мы уже знаем. А вот что может повлиять на половые гормоны? Смотрите, есть такая особенность у половых гормонов. Дело в том, что человеку, для того, чтобы у него формировалась гиалуроновая кислота, необходим обязательно тестостерон и у мужчин, и у женщин.
И у мужчин, и у женщин, как правило, тестостерон купируется на фоне эстрогенов. Растут прогестероны, снижается эстрадиол, или наоборот, прогестероны снижаются, а эстрогены увеличиваются. Это все приводит к появлению там целых ряд заболеваний, но одним из таких прекурсоров, наверное, которые могут восстанавливать общую функциональную деятельность, как ни странно, является вещество, которое по непонятным причинам воздействует на половые гормоны великолепно. Это вещество, которое является первым веществом, которое используется совершенно во всей тибетской медицине. От первого начального текста, когда говорится о преднатальном развитии ребенка, и до 108 заболеваний формирования этого дерева лечения. То есть вот все, что связано, имеет традицию и фактически лечится одним растением. Каким это растением? Трибулусом индийским. Это баранцы по-русски, то есть это растение, которое вот растет на полях, колючка. И одна из особенностей этой колючки заключается в том, что она способна наладить деятельность мочеполовой системы. Как оно проявляется вообще у женщин и у мужчин? В случае, если высокое количество эстрогенов, то появляются миомы матки, появляется заболевание, эндометриоз, появляются кисты. В случае, если высокие эстрадиолы, в случае, если падает прогестерон, то у женщин появляется ощущение более болезненных длительных месячных. В случае, если и это все, когда начинает, это все еще и купирует формирование тестостерона. Когда купируется формирование тестостерона, то у женщины исчезает либидо. Обычно это происходит, когда купируется, обычно это происходит при повышении эстрадиолов. И одна из особенностей таких заключается еще и вот в чем. Каждый раз, когда женщина начинает худеть, когда женщина испытывает стресс, очень часто у такой женщины снижается тестостерон. И можно было бы сказать, зачем женщине тестостерон? Что за ерунда? Женщине тестостерон необходим, потому что это как раз тот конфермент, который способен увеличить либидо женщины. Как правило, я это вижу постоянно. Если женщина худеет, худая, если озабочена тем, чтобы худеть и так далее, помимо того, что развиваются заболевания, связанные вот как раз с апоптозом, о котором говорил этот врач, когда появляется каскад уже заболеваний и приводит к появлению Паркинсона, рассеянного склероза, синдрома бокового склероза амиоспастического или амиотрофический. Я все забыл. Амиотрофический. Хроническое заболевание, это понятно. Амиотрофическое, я спастический. Безграмотный, боже, зачем вы меня слушаете? Итак. И вот как раз очень часто это либидо и является как раз причиной появления самых серьезных семейных проблем, ментальных. То есть у мужчин появляется желание, а женщина желание исчезает, и вот она не может понять, почему месячные при этом болезненные, появляется альсменорея или дисменорея, и появляется там... Почему? Худеет, потому что переживает, потому что ей уже это не нужно. И из-за этого еще и появляется ряд заболеваний, женских и мужских. У мужчин нежелание работать, нежелание добиваться чего-либо, это маленький тестостерон. А у женщин нежелание интимной близости, интимная близость с более таким, наверное, более неудобное, болезненное и так далее. Хотел сказать, но буду по-русски говорить. И, конечно, трибулус препарат в этом случае очень помогает. Поэтому в случае, если есть еще и такая проблема, то очень рекомендую обратить на это внимание, принимать дополнительно препарат трибулус. Ну, по моему мнению, это очень актуально.
Андрей, скажите, какие проблемы со здоровьем моей дочери, что нужно ЕСТФ для устранения? Не, ну вы даете. Еще для сустава в коленях щелкает. А вот чтобы не щелкало, там другое. Когда у человека начинает щелкать, вообще когда начинает щелкать, то это может быть травма коленного сустава, но она может быть внешней из-за тяжелой работы, за счет еще и тяжелого веса. Это может быть еще и артритным проявлением, артрозным проявлением. Поможет моя мазь, она называется артрозиновая мазь. А также препарат, экстракт из растений, который называется артрозин. Великолепное средство. Болит ли у вас копчик, болит ли у вас локоть, хрустит ли у вас что-либо, принимайте препарат артрозин. Совместно с моей мазью, которая называется артрозиновая. Не пожалейте, она восстановит синовиальную жидкость, также восстановит само состояние сустава, приведет в норму, приведет в тонус. И возможно ли это? Да, возможно. А может ли врач помочь? Конечно, травматолог, невролог могут сделать вам ударно-волновую терапию, как бы увеличить процесс кровоснабжения там, и так далее. Но все-таки, по моему мнению, вот от хруста может помочь трибулус. А от того, чтобы постоянно не хрустело и не болело там в одной точке, поможет, наверное, мой препарат артрозин. Что там еще может быть у нас в коленях и в суставах? Может быть отложение солей. Отложение солей обычно бывает таким. Бывает процесс отложения солей оксалатных, и это является подагрическим заболеванием. И тогда необходимо лечить, ну обычно в медицине лечат аллопуринолом. Ну, он неэффективный, есть более активные препараты, но их используют там в странах за границей. Колхицин называется, кстати, в 100 раз лучше, чем аллопуринол. Но, к сожалению, у нас колхицин не воспринимают, и считается, что для стран Советского Союза этот препарат ядовитый, хотя и стоимость его дешевле, и сама таблетка меньше, и эффективность лучше, ну, сам факт. Я могу сказать, что я читал исследования об использовании колхицина при лечении заболеваний почек, и также такие исследования читал при артрозе, при подагрическом артрозе, вот при артрозе тазобедренных суставов, при подагрическом артрозе, при вальгусной стопе, там, применение данного препарата совместно с коллагеном и гиалуроновой кислотой давали очень хорошие результаты. В своей компании я разработал препарат, который похож, если честно, на колхицин, но связан с экстрактами растений и более такой мягкий, экологичный. Их два. Один препарат называется у нас Депосалт, а второй препарат называется Подагрин. И один и другой препарат я рекомендую, можно вместе принимать, по 2 таблетки 3 раза в день, желательно натощак. Также увеличение калия всегда приводит к уменьшению солей или отложению солей. Калий является антагонистом кальция. Попадая в кровь или попадая в синовиальную, как в виде синовиальную жидкость, может являться тем, что вытесняет путем метаболизма кальций. Почему это устроено? Дело в том, что ион калия имеет заряд минус, а ион кальция плюс. Таким образом, калий, попадая в жидкость синовиальную, там, где находится кальций или кальциево-фосфорное соединение, или даже уратные новообразования, может вытеснять таким образом это все и восстанавливать саму жидкость. Именно поэтому дополнительное применение калия способно устранять болезненные состояния в суставах, включая лечение подагры. Люди очень часто говорят: Андрей Андреевич, подагра является увеличением оксалатов. А что такое оксалаты вообще? Какая их формула? Оксалаты — это формула кислая, то есть сами по себе оксалаты, они кислые. Именно поэтому говорят, что нельзя при оксалатах там мясо, диету менять. Все это непременно и правильно, но я хочу сказать вам, что при оксалатах необходимо прежде всего знать, что оксалаты формируются у человека, как правило, на фоне высокой или повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта. У человека
Нормальная кислотность желудка, по-моему, 7, 4,7. А кислотность лимонного сока 7,2. Вот как-то так. И когда говорят, что при подагре нельзя лимонный сок, что вы? Лимонный сок нельзя только при пониженной кислотности, потому что он повысить не сможет. Если очень низкая, то повысить не сможет. А вот при повышенной улучшить состояние поможет. Правда, приведет в норму. Поэтому лимонный сок людям, которые страдают подагрой, полезен. И мед полезен. Почему? Потому что, знаете, есть исследования такие, сабельник, есть растение ядовитое, из него делают спиртовую настойку. И потом взяли этот сабельник и посмотрели, на что он воздействует. И оказалось, что сабельник имеет яркую функцию по влиянию на оболочку или слизистую оболочку желудка с купированием выделения гастрина. И это все привело к тому, что у человека начинало более активно отхождение желчи и так далее. То есть происходил процесс вот такого вот, можно сказать, ощелачивания. Таким образом, можно сказать, что сабельник — это вещество, которое... А сабельник с испокон века как раз и используют в ходе лечения подагры. Что там используют еще в ходе лечения подагры? Мухомор, наверное, да? Там настаивают, потом натираются. Я, кстати, могу сказать, что я противник мухоморов. Да, конечно, очень много есть информации, но я считаю, что вся эта информация, во-первых, не до конца изучена. Я бы не рекомендовал все-таки. Мое мнение, опять-таки, кто я такой? Все равно. Сам бы я мухомор ни в каком виде, даже в настойке, вовнутрь принимать бы не стал. Ни поганку, ни мухомор. Все это, оно может драматически закончиться, но, возможно, не завтра. Возможно, через время. Очень часто так бывает, что люди у людей происходит или появляется заболевание, вот описанное врачом, я когда-то читал, микологом, там люди использовали в пищу, такой есть гриб свинюха или синюха тонкая, и такой вот он похож на рыжик, такой гриб желтый, такой тверденький. И вот такой гриб использовали в пищу и очень долго использовали, там ежедневно, и потом оказалось, что если его долго использовать, то он может накапливаться, менять ДНК клетки и формировать в дальнейшем развитие гепатитов непонятной формы. А они думали, что это все из-за того, что в этой местности много употребляют алкоголя. А потом, когда начали исследования, то оказалось нет. У них вот они солят ее, как-то вымывают эту синюху или свинюху, я уже не помню. И потом ею питаются. И в большинстве своем через 2-3 года, через 4 происходит накопление этого вещества, которое приводит к появлению злокачественных новообразований. Вообще хочу сказать, что грибы нужно кушать только проверенные, не нужно кушать грибы, которые под знаком вопроса или вызывают сомнения. Грибы это опасно, а особенно там мухоморы и так далее. Во внешнем проявлении, пожалуйста, хотите делать аппликации с настойкой мухомора, пожалуйста, а вот вовнутрь, наверное, не нужно. Я как врач вам это прямо очень рекомендую. Не начинайте. Виктория, здравствуйте, Андрей Андреевич. Помогите вылечить кашель. Не можем с августа месяца вылечить дочки. Что с ней, не скажите, пожалуйста. Скорее всего, это астматический кашель. Обычно дебют астматического кашля и начинается в августе месяце. Потом усиливается на фоне стрессовых состояний, которые появляются вот как раз в сентябре, когда появляется первая школа, в школу все идут и так далее. То есть это почему в августе? Август это время цветения, как раз амброзии, заболевание астма, оно обычно возникает на фоне аллергии и нервов, и получается вот так все это происходит. Можно ли это чем-то лечить? Можно, да, у меня есть препарат, он называется Тарантел, по 2 таблетки 2 раза в день, Пневмонорм, 1 таблетка 2 раза в день, Галит, 1 таблетка 2 раза в день, Аллергонорм, цитрат кальция. Ну и
Мое мнение такое: необходимо провести исследование, обратиться к кардиологу, чтобы избежать, возможно, каких-либо сердечных патологий, и обратиться к пульмонологу или в фтизиатру, ну, пульмонологу, наверное. Пусть сделает рентген легких для того, чтобы посмотреть, нет ли там развития чего-либо, астмы там, или еще чего-либо. Все это видимо, обычно это все можно дифференцировать и помочь ребенку. В дальнейшем можно там применять в случае, если у ребенка астма, там ингаляторы какие-нибудь. Ну, как правило, именно в начале аллергия, потом организм не справляется с аллергией и добавляется туда стрессовая ситуация, которая является школа, и формируется астма. Жаль. Так что, пожалуйста, наверное, сначала к пульмонологу. Ромашковый чай это же спасибо. Марина Жирякова. Марина, при сахарном диабете образовалась проблема со зрением. Рекомендуют заменять хрусталик. Стоит ли делать операцию? Есть альтернатива? Нет альтернативы. Сохранить природный хрусталик при его повреждении безальтернативно. Никто и ничто вам не поможет, если уже хрусталик полностью там поражен, рассечен, там затемнен и прочее, то ничего сделать нельзя. Если бы это возможно было делать каким-либо образом, то я бы был уже Нобелевским лауреатом. А так могу сказать, что скорее всего никак. Елена Кудимова. Здравствуйте. Какие из препаратов при ревматоидном артрите? Есть такие? Есть такие. Это препараты, которые называются бетулиновая кислота. Бетулиновая кислота и артридикс принимаются по 2 таблетки 3 раза в день. Также необходимо обязательно делать ингаляции. Ингаляции делать популин, серебро и ванадий. По 10 минут 1 раз в день. И это еще не все. Делать микроклизмы. Микроклизмы делать так. На 1 стакан воды теплых 30 капель лизоцима. И таким лизоцимом еще нос закапывать, спреем лизоцим, и полоскать горло. И еще не все. Принимать еще препарат лизоцим форте, 2 таблетки, тоже 2-3 раза в день. Второй вариант, называется медицинский. Идете к ревматологу и начинаете проводить исследования. Какие они должны быть? С-реактивный белок, антистриптолизин и ревмофактор. Что покажут данные исследования? В случае, если у вас высокий антистриптолизин, это говорит о том, что у вас есть инфекция, которая находится в крови. С-реактивный белок это тоже инфекция, на самом деле, которая находится в крови. И она не обязательно может быть инфекцией там, стафилококка или еще чего-либо. В мире мы можем болеть там, просто чудовищным количеством инфекций всевозможных. После этого иногда мы их не идентифицируем, нечем и не знаем. Но что такое С-реактивный белок? С-реактивный белок это если взять у человека забор крови и после этого посмотреть, то коагуляция будет на месте, то есть произойдет коагуляция тромбоцитов, после этого клетки перестанут шевелиться и кровь вся замрет. То есть под стеклом в биопсии, под стеклом в образце не будет никакого движения. Может быть там какие-либо, там еще раз смотрите, там эозинофилы там, или нейтрофилы там еще будут как-то шевелиться. В общем-то какое-то движение лейкоцитов может быть. А в целом весь гемоглобин слипнется там, и все перестанет шевелиться. Но что такое С-реактивный белок? Появляются какие-то клетки, которые в большом количестве начинают шевелиться. То есть они начинают шевелиться. Это клетки белка. Это клетки белка непонятного происхождения. В целом это и есть вирусные клетки. Поэтому, когда у человека повышается С-реактивный белок, то, скорее всего, в организме где-то находится колония или стабильно хронически сформированный вирус. Где обычно это находится? Место 3. Первое место это желудок, в котором находится злокачественная микрофлора, которая постоянно формирует и вырабатывает токсический белок, который проникает в кровь.
Второе это носоглотка. И третье, это может быть еще слепая кишка. Но это, знаете, очень большая редкость, и обычно это возникает при геморроидальных или хроническом геморроидальном процессе. Также это может быть на фоне, допустим, язвенного заболевания двенадцатиперстной кишки. Но я все-таки отдаю предпочтение это какие-либо злокачественные биномы. То есть это клетки злокачественные, не злокачественные в смысле онкологические опухоли, а клетки, которые не являются клетками вашей микрофлоры желудочно-кишечного тракта, и они могут быть агрессивными. Что необходимо делать? Первое, начать принимать препарат, который называется у нас антитокс драй. Как принимать его? Сыпите в чашку и в чашке добавляйте лизоцим в виде жидкости. Что это даст? Получается, вам нужно всю микрофлору восстанавливать. И ее восстанавливать необходимо, первое, препаратами, которые способны как энтеросгель провести дезинтоксикацию и вывести эти клетки. И второе, натуральные, долгодействующие антибиотики не искусственного происхождения, к которым относится лизоцим, попадая в организм или в желудок и в дальнейшем желудочно-кишечный тракт в виде вот такой смеси, способны устранить все эти проблемы, включая энтероколии, включая амебиоз и так далее. То есть это очень эффективно. Но обязательно необходимо помнить о носоглотке. Носоглотка это может быть тоже полоскание лизоцимом. То есть берете лизоцим в виде жидкости, льете в водичку, расколачиваете, чтобы ощущение было, и начинаете принимать. Дальше следить за повышением кислотности желудка, потому что именно снижение желудочного сока и приводит в дальнейшем к появлению вот таких злокачественных проклеток, которые могут в дальнейшем быть вирусами. И именно так вирусы инфицируют человека. Плохой запах изо рта, это все галитоз, это все плохо работающий желудок на фоне сниженной кислотности желудочно-кишечного тракта. Эзофагиальная рефлюксная болезнь из-за этого формируется. Почему? Потому что клапан Оди, он как раз и отгибается только в том случае, если низкая кислотность. Низкая кислотность вакуум создает, высокая кислотность вверх давит. Поэтому, когда сфинктер Оди отгибается и свободно что-то проникает, то это говорит о том, что желудок сокращается, а сфинктер расслаблен, поэтому пища переходит в рот, особенно в ночное время. Происходит вторичное инфицирование пищевода, появляются в дальнейшем камни на зубах, потому что это тоже является своего рода микробного происхождения клетки. И вот так они еще и выделяют вокруг себя вот эти коралловые такие элементы переработки, как кораллы нарастают в виде камней на зубах. И чем это можно лечить? Лизоцимом. Лизоцим форте по одной таблетке 2, 3, 4 раза, 5 раз в день. Водичку пить. Также брызгать в нос себе лизоцимовым спреем. А также глотать таблетки еще, которые называются лизам, рассасывая их, чтобы в носоглотке не формировалось ничего. Следить за миндалинами, чтобы они были в хорошем состоянии. А это поможет, допустим, не ингаляция, а можно сделать, знаете что, взять ватный тампон и обрабатывать себе спиртовым раствором или водным раствором люголя. Можно бетаина вернее. Обязательно повышать кислотность при этом. Каким образом? Бетаиногидрохлорид препарат. Одна таблетка перед каждым приемом пищи повышает кислотность. Скажите, пожалуйста, а кефирный гриб полезный или не всегда?
кефирный гриб не всегда полезен. Дело в том, что есть правило. Это правило звучит так. В советское время было распространено использование только 4 штаммов стрептококков, которыми можно было закислять молоко. Все остальные считались злокачественными и не использовались у нас по ГОСТу. Сейчас это все разрешено. То есть какими штаммами пользуются, ну самому Богу известно, потому что, к сожалению, уже совершенно никто не придерживается никаких правил при закислении продуктов молочных, и что там они добавляют, ну, здрасте, какие из препаратов попить? Аретрозин, ТБ, Хабурашат. Ответил. Но я забыл сказать по ревматоидному артриту, как бы основное лечение. Но не стоит забывать еще о дополнительном приеме йода. Это раз. И 2, что самое важное, это препарат йодис, называется 15 мг 1 таблетка 1 раз в день, потому что это напрямую связано с иммунитетом. И бетулиновая кислота, она мощный стимулятор формирования иммунных клеток. Таким образом можно перечислить. Это прием, питье воды, в которой добавлено препарат, как что называется, антитокс драй, с лизоцимом в виде капель, наливать туда капли, чтобы был такой терпкий вкус, и пить там по 100 грамм 3, 4, 5 раз в день. Таким раствором можно делать ректальные спринцевания 1 раз в день, желательно в вечернее время. Таким же раствором можно брызгать в носоглотку и полоскать горло. Смазывать горло раствором люголя, брызгать в нос спрей лизоцимовый. Далее повышать кислотность желудка препаратом бетаиногидрохлорид по 2 таблетки или по 1 таблетке 3 раза в день. Восстанавливать микрофлору препаратом, который называется лизоцим форте. Принимать препарат для улучшения иммунитета. Это препарат, который называется бетулиновая кислота по 1 таблетке утром и вечером. И принимать на ночь йод содержащий препарат, который называется йодис 14 микрограмм. 1 таблетка 1 раз в день. Здравствуйте, я с Узбекистана. Болит левая рука и прям в груди, если я переживаю. Это не инфаркт? Нет. Как инфаркт ощущается? Инфаркт — это огненная боль. Это резкая, сумасшедшая, нестерпимая огненная боль. И от такой боли человек всегда теряет сознание. При инфаркте человек теряет сознание. Дальше. Инсульт. Немеет рука и не можете пошевелить губой. А если этого ничего нет, если не дергаются пальцы, если просто боль, если переживаете, это связано с невралгией, которая, вероятнее всего, связана с проблемами позвоночника, а сама боль такая называется иррадирующая на фоне листоза или протрузии, либо какого-либо дополнительного заболевания позвоночника. Так что не бойтесь. А, 19:03, да. Ну что, пора заканчивать. Я обещал проводить не больше часа. А жаль, мне было еще что сказать. Итак, у нас получился великолепный вебинар. Называется «30 принципов вашего здоровья». Вебинар-стрим от Андрея Дуйко. Если вам понравился данный вебинар, не забудьте обязательно перейти на мой сайт. Здесь он у нас указан. Здесь вот указан адрес нашего сайта. Что вы найдете на нашем сайте? На нашем сайте первое. Вы найдете препараты, которые сделаны из экстрактов лекарственных растений. Что такое экстракты лекарственных растений и как мы их изготавливаем? Первое. Мы берем растение, после чего это растение исследуем. На наличие чего? На наличие у него заражений микробных, микозных. Дальше на наличие радиационного фона, на наличие токсических компонентов. После того, когда мы выявляем это все, мы это все либо такое сырье убираем, либо перерабатываем таким образом, чтобы устранить вот такое загрязнение. Второе.
в специальном экстракторе мы загружаем эти растительные компоненты, и они там подогреваются. То есть сверху течет водичка, это все вымывается, и целлюлоза изымается. После этого в специальном оборудовании, такое оборудование оно называется вакуумная дегидратация, вкладывается в специальные керамические ванночки эта жидкость, после чего при очень пониженном давлении и при возникновении низкой температуры происходит дегидратация или высушивание данных веществ. Получается экстракция. Такая экстракция дополнительно. Мы работаем, или наша компания делает экстракцию без нагрева. То есть мы не используем колонки, не используем. Также, кстати, мы используем люированные колонки для люирования. Почему? Потому что отделяем некоторые экстракты, допустим, пигмент битулина, для того, чтобы в дальнейшем произвести битулиновую кислоту. Ну и там кверцетин тоже путем экстракции производится, чуть-чуть другой, там, путем растворения сначала вещества, после этого отделения. Таким образом, мы изготавливаем из лекарственных растений, собирая из них нужные ингредиенты, отдельные экстракты. После чего, согласно рецепту, который был мной разработан еще в 2010 году, собираем из этих экстрактов те препараты, которые вы видите. И это лекарственные препараты, биологически активные добавки, сделанные из экстрактов лекарственных растений, которые мы используем. Какие это препараты? Это препарат Тантал, который восстанавливает деятельность печени, микроциркуляцию печени, устраняет гепацитоз. Также может способствовать уменьшению аланинотрансферазы, ацетиламинотрансферазы и билирубина, холестерина, улучшить деятельность желчно-выводящих путей, вообще желчи, формирование желчи, устранить заболевание жирового гепатоза. Это препарат Панкрисорб, который участвует в улучшении микроциркуляции поджелудочной железы, ее деятельности, улучшении ферментативных функций. Это препарат Ренокс, я о нем сегодня рассказывал. Препарат Здоровый желудок, препарат Спленлав, созданный для селезенки. Препарат Лимфонорм, который способен уменьшить или улучшить состав лимфы. Препарат Гемартан, который способен устранить С-реактивные белки в активной форме и почистить кровь. Препаратов очень много. Препарат «Здоровые легкие», пневмонорм называется, аллергонорм, который устраняет аллергию, артрозин, даже есть такие редкие препараты, как, допустим, нонэкзантемин, который, по моему мнению, способен, ну, может быть, не вылечить человеку нейродермит, но заметно улучшить его общее состояние и так далее. Есть также в нашей компании представлены мультивитамины. Среди мультивитаминов особое внимание — это Максидерил. Это препарат, за счет которого могут улучшить форму ногти, кожа и волосы. Это специально мной разработанные составы витаминных и минеральных комплексов. Это мой препарат Супра, в котором находится огромное количество сверхактивного коэнзима Q10, а также мной разработанное внедрение или введение жирорастворимых препаратов в виде вот такой таблетки сухой. Путем, как мы это все производим, у нас есть запатентированная формула преобразования жирорастворимых препаратов за счет ультразвуковой кавитации. И вот мы это все вводим, и получается такая таблетка. И есть препараты, которые пока еще не запрещены. Это препараты кверцетин, которые мы сами производим, лизоцим, который мы сами синтезируем. Это препарат битулиновая кислота, наша гордость, битулин. И это все можно в нашей компании приобрести. Здоровым быть можно не только за счет фармакологии. Здоровым можно быть еще и экологично, используя лекарственные растения, используя экстракты лекарственных растений, помогая себе чувствовать лучше или помогая себе лечиться и лечение производить более экологично. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Большое спасибо за ваше соучастие, мои друзья и товарищи, и просто люди, которые смотрят данный вебинар. Обязательно напишите свои комментарии по поводу приема моих препаратов, если хотите, на самом деле. Я не заставляю. И большое спасибо.